Друзья, иногда в комментариях я читаю: «Зачем вы показываете растения, которые у нас не зимуют?» Или «Это все для теплого климата». И я прекрасно понимаю эти упреки. Но дело в том, что мой канал смотрят зрители из разных стран и совершенно разных климатических зон. Канал транслируется сразу на нескольких языках, в том числе на английском. Поэтому аудитория очень широкая. И именно поэтому я показываю разные растения, и морозостойкие, и те, что любят тепло, но всегда обязательно указываю зону морозостойкости. Так каждый зритель может сразу понять, подойдет ли это растение именно для его климата, или оно просто для вдохновения. Мне очень хочется знакомить вас не только с привычными растениями, но и с редкими, необычными, интересными видами, которые можно встретить в садах в разных странах. Иногда это просто красивые идеи, иногда подсказки для тех, кто живет в более мягких регионах или холодных, а иногда растения, которые можно выращивать в контейнерах. Я всегда стараюсь давать максимально полезную и честную информацию, а вы уже выбираете то, что подходит именно вам. Спасибо каждому, кто смотрит, поддерживает и делится мнением. Вы – лучшая часть моего канала. А теперь начнем. Сегодня мы продолжим знакомиться с растениями, которые любят тень или полутень. Итак, каликант флоридский, зона морозостойкости 4-9. Если вам хочется посадить что-то необычное в тени, каликантус флоридус станет настоящей находкой. Это куст, который удивляет всех без исключения. Его густые бордовые цветки выглядят как маленькие лотосы, а аромат теплый, приятный, с нотками вина и корицы. У каждого он вызывает свои ассоциации. Это идеальная история. Они не только красивые, но и интерактивные. Аромат меняется в течение дня. Утром мягкий, фруктовый, днем насыщенный, почти винный, вечером тихий и приятный. Цветет с мая по август. Люсы. Отлично растет в тени и полутени. Цветы выглядят очень экзотично и заметны даже на фоне густой зелени. Аромат ощутим только рядом, ненавязчивый, но очень приятный. Декоративен все лето. Важно! Любит влажную, но не болото, рыхлую, хорошо дренированную почву. Взрослые кусты прекрасно зимуют даже в довольно холодных регионах зоны 4. Молодые можно слегка прикрыть лапником. Пузыреплодник дьявола. Морозостойкость. Зона 3-8. Пурпурная листва в тени выглядит насыщеннее, чем на солнце. Контрастный, эффектный кустарник, который растет где угодно. Любит тень, очень неприхотлив, хорош в композициях. Совет. Стригите. Куст становится гуще. Гортензия дуболистная. Морозостойкость. Зона 5-9. Шикарное растение. Сама элегантность. Листья, как у дуба, со сменой оттенков от зеленого до винного. Цветет огромными свечами белых соцветий в июне-июле. Осенью становится бордовой. Любит тень. Совет. Идеально для крупных садов. Иглица. Рускус. Морозостойкость. Зона 7-9. Супер редкое растение. Ягоды сидят прямо на листьях. Это очень необычно. Растет в глубокой тени. Не болеет. Вечно зеленая. Минус. Медленно растет. Саркокока низкая. Морозостойкость. Зона 6-9. Компактный кустарник с вечно зеленой листвой и сильным ароматом зимой. Да-да, этот малыш цветет зимой в тени, а именно с осени до весны. Но пик цветения приходится на февраль-март. Фантастика! И аромат такой сильный, что его чувствуют в нескольких метрах. Очень ароматная. Идеально для контейнерного озеленения. Пиерис лесное пламя. Морозостойкий.
выдерживает температуру до минус 20 градусов. Некоторые источники дают до минус 30 градусов для японского вида в целом. Но молодые побеги и саженцы чувствительны к весенним заморозкам и сильным морозам, поэтому требуют укрытия, возможно, мешковиной, агроволокном и так далее. Новая листва ярко-красная, потом переходит в кремовую, смотрится эффектно, особенно в полутени. Цветет в марте-апреле. Декоративен круглый год, любит тень, нужна кислая почва. Пиерис японский, Little Hit, зимостойкость до минус 27 градусов. Миниатюрный кустарник с пестрой розово-белой листвой и каскадом белых капелек цветков весной. Цветет в апреле-мае, иногда начиная с марта. Любит тень и кислую почву. Аукуба японская. Морозостойкость зона 7-10. Лучшее растение для полной тени. Пестрые золотые листья делают темные места яркими и живыми. Выносливо. Декоративно даже зимой. Минусы. Растение теплолюбивое. Поэтому в холодных регионах требуется очень хорошее укрытие зимой или лучше всего выращивание в катках. Калина Давида. Выдерживает морозы до минус 20-23 градусов. Очень необычная калина. Ярко-синие ягоды и крупная блестящая листва. Смотрятся экзотично и дорого. Цветет в конце весны, начале лета, обычно в мае. Вечно зеленая. Декоративно круглый год. Совет: посадите группой. И на сегодня последнее растение из нашего списка – керия японская, пленифлора. Зона морозостойкости 4-9. Декоративный, листопадный, быстрорастущий кустарник с махровыми желтыми цветками, как маленькое солнышко в тени. Весной взрывается махровыми ярко-желтыми шариками. Он цветет с апреля-мая, а иногда и повторно осенью. А листья приобретают золотисто-желтую окраску к осени. Даже после цветения остается красивой благодаря зеленым веткам, которые не темнеют зимой. Этот сорт нетребовательным к условиям. Хорошо растет на солнце, в полутени, а также устойчив к морозам. Ну вот, друзья, вот такие необычные, роскошные и просто удивительные кустарники можно посадить в тени. И ваш сад заиграет совсем другими красками. Пишите в комментариях, какие растения вы еще хотели бы увидеть в следующем обзоре. Напишите, какие из этих кустарников вы уже выращивали и какие хотели бы попробовать. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео.